Всем привет, друзья! Сегодня я к вам снова с полезной информацией. Сегодня хочу поделиться с вами простым и очень бюджетным рецептом, как можно отмыть вот такую подобную грязную кастрюлю. С таким подобным, либо хуже налетом, когда уже появляется здесь налипший жир, нагар, то есть особенно здесь бывает, с боков и так далее. У меня он здесь пока что легкий, такой не сильный, его лучше устранить сразу. Иначе он перейдет в такой уже прям пригар, такой окаменелый, в черный, и тогда, соответственно, его уже будет устранить гораздо сложнее. Буду сегодня устранять всю эту грязь, покажу, как делаю это я. Способ для меня, естественно, не новый, для кого-то, может быть, покажется новый, так как я им пользуюсь уже, естественно, не первый раз, уже многократно пользовался. Для этого способа нам понадобится пищевая сода обычная. Потом понадобится жидкое хозяйственное мыло. И также понадобится какой-нибудь антижир. У меня вот такой вот самый дешевый в Магните нашел. Можно абсолютно любой. Главное условие, чтобы он был гелеобразный и не имел такого резкого запаха. У меня этот пахнет таким лимоном, не имеет вообще никакого резкого запаха. Поэтому брать лучшее подобие какой-нибудь не именно этой, может быть, фирмы. Главное, чтобы гелеобразный и пах, то есть приятно, не резкими запахами химии. Итак, делается, в принципе, все очень быстро. Беру какой-нибудь такой вот таз небольшой и после насыпаю туда где-то 3-4 столовые ложки пищевой соды. У меня как раз остаток, где-то примерно так и есть. Все это высыпаю. Потом после понадобится антижира, где-то тоже 3-4 столовые ложки, добавляю его. И после добавляю также такое же где-то количество жидкого хозяйственного мыла. Теперь заливаю это все очень горячей водой, у меня, можно сказать, кипяток. Недавно кипел чайник, все это заливаю. Примерно, я не знаю, у меня почти весь чайник ушел, он у меня где-то на 2-3 литра. Примерно такое количество я и наливаю, все полностью сливаю весь чайник. После беру кастрюлю, немножко перемешал этот раствор и вот таким вот образом ее опускаю. И чтобы, естественно, она не всплывала, беру какую-нибудь баночку, свою закрутку, ставлю, придавливаем ее и оставляем так как минимум на 20-30 минут. После этого уже будем смотреть на результат. Итак, прошло уже время. Убираю эту банку, смотрим, что тут у меня получилось. В принципе, я уже вот так вот пальцем пробую. Тут уже отошло нормально загрязнение. Губку взял с таким вот чистящим элементом. В принципе, как видите, вообще быстро все удаляется. Ну, это естественно, у меня тут нет такого прям сильного пригара. И как бы это все вот уже расщепились жиры. И это все быстро удалилось. То есть тут сода и хозяйственное мыло в данном случае хорошо расщепляет тоже жиры. Помогает этому самому тоже антижиру все еще хорошо расщеплять. Естественно, я еще это делаю для того, чтобы не шкрябать эту саму поверхность, то есть, естественно, не брать железную губку, не шкрябать ее под краном. Да, можно, может быть, и так это все отмыть, но получится здесь царапины, потом как бы портить кастрюлю, зачем оно мне надо. А так получается и бюджетно, и быстро, без всяких усилий. Раз-два, как бы опустил на 20 минут, достал, вот, все, прям перед вами, я уже, можно сказать, ее почистил. Сейчас я ее ополосну еще под краном. И уже посмотрим на окончательный результат. Еще хорошенько ее ополосну. Итак, друзья, все я прополоснул, дочистил, домыл. И вот такой у меня получился великолепный результат, по моему мнению. Все без проблем вообще очистилось. Опять же, конечно, повторюсь, что у меня не такой прям серьезный был пригар. Но также, если выдержать, и если у вас тут уже прям и пригар, то, может быть, даже понадобится в 2 этапа это делать. То есть продержали полчаса. Попробовали почистить, что очистилось. После снова опускаете этот раствор, добавляете, может, там немножко горячей воды, чтобы действовало средство хорошо, то есть вся эта смесь. И дочищаете
То есть мне, кто скажет, конечно, что легко чистятся и так эти кастрюльки, возможно, для кого-то и так, но не особо они хорошо чистятся. Опять же, повторюсь, что шкрябать вот это неохота, эмалированную эту всю поверхность, чтобы она вся была пошкрябанная, поэтому я пользуюсь таким именно способом. Когда появился такой не сильно серьезный пригар, нагар какой-то, легкий такой уже жир здесь прилипший остался, я уже раз-два воспользовался этим методом, занимает там полчаса времени, раз и помыл кастрюльку, все, она абсолютно чистая, без всяких шкрябаний и так далее. Все полностью и здесь, и ручки, также если у вас и здесь бывает, что прям заляпана кастрюля от до этих пор, прям до самого верха, просто когда она у вас стоит в тазу, через каждые примерно там 10 минут может пройдет, берете также прям в тазу, в кастрюлю эту, берете губку и все очищаете потихоньку, также поэтапно. То есть все очистится без проблем, прекрасно. Способ, как я и повторюсь, я считаю, что очень даже бюджетный. Все эти ингредиенты, которые я использую, они недорогие. Поэтому, кому приглянулся способ, смело берите на заметку. Сегодня буду делать спрей для мебели против пыли. У нас сейчас в станице жарко. И, естественно, в моей квартире практически постоянно открыты окна. И, естественно, через них летит, то есть грязь, пыль, песок какой-либо. И все это оседает, естественно, на мебели. Для того, чтобы, то есть, часто не протирать свою мебель, чтобы целыми днями не ходить с тряпкой, я делаю такой подобный спрей. Итак, для его изготовления понадобится любая емкость с пульверизатором, вода и кондиционер для волос любой. У меня этот бутылек где-то на 400 мл. Я сюда налил примерно вот 300 мл. И добавляю теперь сюда немного кондиционера. Добавил кондиционер, после этого хорошенько встряхнул, и все, спрей готов. Вот видно, тут теперь пенка от кондиционера появилась. Этот спрей отлично защищает от пыли. Я им протираю, в принципе, не только мебель, можно также им протирать и всю бытовую технику. Еще также хочу сказать, что это, конечно, этот спрей, он не волшебный. То есть он никак волшебным образом никаким не растворяет пыль. Она как бы не исчезает, и ее все равно будет немного появляться. Но мне просто кажется, что здесь кондиционер, он как раз для волос выступает как в роли антистатика. Пыль не садится на мебель, она как бы пролетает мимо, то есть меньше гораздо садится и оседает на пол. А с пола ее собрать будет, конечно, гораздо легче. Также брать кондиционер можно абсолютно любой, в принципе, абсолютно. Самый дешевый можете брать, эффект будет, в принципе, одинаковый. Он также будет создавать защитную пленку после уборки с этим спреем, то есть мебель будет выглядеть гораздо чище, новее, то есть будет становиться блестящей. Ну и, естественно, как я и говорил, будет садиться меньше пыли. Сейчас я покажу вам, как этот спрей работает. Буду протирать, вот у меня полка под телевизор. Тут я не знаю, конечно, передает камера или нет, но у меня тут есть пятна. Буду пробовать ее протирать от пыли. То есть и также хочу сказать, что после обработки, то есть этим спреем не нужно применять никаких дополнительных средств. То есть делать влажную уборку, например, с водой и тряпками. Только взяли этот спрей и сухая тряпка, вот как у меня, допустим, из микрофибры. И все. То есть беру, наношу на поверхность и сразу протираю. Конечно, она заметно свежее стала. Также хочу сказать, что благодаря кондиционеру в комнате становится приятный запах, то есть спрей приятно пахнет. Ну, в зависимости от самого кондиционера, то есть в любом случае он будет приятно пахнуть. Также немножко протру, освежу свой навесной шкаф на кухне. Тоже также беру, пшикаю, немножко спрея. И все, взял тряпку сразу. Протираю. Прям заметно сразу становится приятный запах, то есть от спрея заметно приятно пахнуть начинает. И все, теперь у меня и навесной шкаф заблестел, еще и начал пахнуть.
И вот такие у меня получились по итогу результаты. Как видите, все делается легко и быстро, а результаты и правда получается довольно хороший. То есть приятно начинает и комната пахнуть, и мебель освежается, и правда все пятна исчезают, и действительно пыль после этого садится гораздо меньше. Так что буду искренне рад, если вы возьмете этот способ, то есть рецепт на заметку. Также, если вы знаете какие-то свои подобные рецепты, способы, то поделитесь ими, пожалуйста, в комментариях. Я также их протестирую, думаю, будет полезно и также не только мне, но и тем, кто зайдет в комментарии и прочитает. Всем пока!